Просто напомню вам, что канал я все-таки создал в оправдание времени, которое я трачу на развлечения. И одним из последних стала игра, которую я искренне ждал. Первую неделю после ее анонса, а потом забыл. И вот она появилась в Стиме. Это просто. Ты проиграл. Начнем с того, что Fate Keeper очень красив. Действительно одна из самых красивых игр, в которые мне доводилось играть. И сочетание дизайна уровней, к ним мы вернемся позже, выбора сеттинга и лора разработчикам удалось построить хоть и линейную, максимально коридорную инди-игру, но которая своими видами дает прикурить большинству современных AAA помоек. И я не знаю, существуют ли подобные локации в реальности, может где-то в Америке, но я там не был, меня Трамп не пустил, и своими глазами я их не видел, а Fate Keeper видел. И реально... Охуенно. Но думаю, вы поняли, что дизайн уровней выглядит... Шикарно. Хотя это касается не только уровней, но и графики в целом. Она тут настолько... Шикарно. Что на первом акте меня после часа игры и записи крашнуло на 5080. Все-таки 4К текстуры и не хватило буфера на 16 гигов бедный. Но я и не думаю снижать настройки графики даже на пункт ниже. А сейчас я не хочу, чтобы за мной закрепилась репутация циника и хейтера всего, что любят. Ну вот, например, ты любишь. Но это были очень унылые 10 часов моей жизни. И я сказал, что благодаря прописанному лору разработчикам удалось построить локации невероятной красоты, но это единственное, что есть хорошее в лоре Fate Keeper. За ним следить скучно до такой степени, что мне лень вслушиваться в диалоги с крысом, которые нужно в настройках выкрутить на максимум, чтобы услышать хоть что-то. И на самом деле еще до обучения можно понять, что игра не готова, ну и вряд ли будет, так как сейчас вместо половины анимаций вы получаете черный экран. К примеру, на лестницу нельзя забраться, так как лестница — это телепорт с одного ее конца к другому. То же самое со смертью. Одна анимация на любые события, будь то падение с обрыва или гибель от камня, брошенного подписчиком братишкина. Это, к сожалению, касается не только внешнего вида. Вот вы привыкли, что в играх нужно разбивать там всякие вазы, боксы и прочие приколы, из которых выпадает лут. Тут это просто пустые объекты с сомнительной физикой. И странная физика коснулась не только вас с сундуками, но и противников. Импакт от удара ощущается, как будто ты пинаешь воздушный шарик, который какого-то хера наносит тебе полстолба урона. Также манипулировать шариками вы можете благодаря магии, а-ля Геральт из Ривии, только пока вы будете стараться кастануть какой-то бесполезный спелл, который не нанесет урон и которым нужно еще и попасть, шарики накидывают вам за обе щеки. Так что развлечение это сомнительное. Прикольно, что зелья тут комбинируются со всего, что ты бросаешь в котел, а не крафтишь по рецепту. Что бросил в котел, то и получил, будь то дебаф или комбинация одного и того же эффекта. И после того, как вы скрафтились все так же без анимации, вы хотите выйти из меню, но просто нажать Escape у вас не получится, потому что нужно искать другую кнопку, которая отвечает за инвентарь. И это меня просто убило. Управление, особенно управление инвентарем, это что-то с чем-то. Такое чувство, что люди, сделавшие феноменальную графику в игре, не играли в игры. Так как предметы нельзя стакать нормально, нету быстрых комбинаций по перемещению слотов или группировки итемов, а то, что из инвентаря нельзя выйти, нажав Escape, это вообще мрак. И так абсолютно совсем неудобно качаться в дереве умений, невозможно достать оружие, пока не спрячешь факел, нажав на ту кнопку, на которую ты достал этот факел, и очень много чего еще. Но все же, жаль мне потраченного времени или нет? И хер его знает, мне даже сейчас трудно ответить на этот вопрос. Игру делало 13 человек, она все еще в раннем доступе, и как будто я готов простить ей все плохое, что есть сейчас, на данный момент времени.
А дальше будет видно, если все-таки игра выйдет и в ней останется все, что есть сейчас, это будет хуже Хайтейла. Покупать или нет, решать все-таки вам. Но чтобы насладиться игрой, вам все-таки понадобится маломайский мощный ноут или комп, или на чем вы будете играть. А то, если нету графики, наслаждаться вы будете только бесконечными багами и унылым геймплеем. А всем удачи, пока!